Всем привет! В этом ролике вяжем интересный пуловер с глубоким V-образным вырезом. Вяжем на размер 42-44, ширина изделия 50 см, длина 57 см, ширина рукава 15 см, длина от подмышечной впадины 45 см. Здесь у нас простой узор, формирующийся лицевыми петлями. Вязать будем из пряжи Гималая Дольче Мерино, большой объемный моток, в мотке на 100 грамм 230 метров, в составе 50% мериносовой шерсти и 50% микрофибры. Мой цвет 59429. Светлая горчица, такой приятный осенний цвет. В палитре пряжи представлено очень много красивых разнообразных оттенков. Для работы рекомендуются спицы до 4,5 мм, но мы будем вязать наше изделие на спицах номер 5. На размер 42-44 у меня ушло 6 мотков. Нить классической скрутки, присутствует небольшой ворс, пряжа не колючая, универсальная, подойдет для любых изделий. Оставляем длинный конец нити обычным способом на спице номер 5. Длина лески здесь может быть любой, так как мы вяжем поворотными рядами. Набираем 101 петлю плюс 2 кромочные. Как мы приходим к этому числу? Предварительно вяжем образец, смотрим, сколько петель в 1 сантиметре. У меня в 1 сантиметре почти 2 петли. Умножаем получившееся число на желаемую ширину. У меня выходит 99 петель плюс 2 кромочные. Набрали нужное количество петель, разворачиваемся. Первую петлю снимаем, далее одну петлю переснимаем, нить перед работой, 1 лицевая. Вновь петлю переснимаем, нить перед работой, 1 лицевая. Таким образом будем вязать до конца ряда. Петлю переснимаем, нить перед работой, 1 лицевая. Во втором ряду переснятые петли провязываем лицевой, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Формируем резинку с переснятыми лицевыми. Далее будем повторять 2 этих ряда. Всего таким образом нам надо провязать 23 ряда. Провязали 23 ряда. Далее 2 ряда нам надо провязать лицевыми петлями. В лицевом ряду все петли лицевые. И в изнаночном ряду все петли тоже лицевые. Это 2 наших подготовительных ряда. Далее начинается раппорт узора. Кромочную снимаем, провязываем 1 лицевую, 1 петлю переснимаем, нить за работой. Снова лицевая, петлю переснимаем. Так будем вязать до конца ряда. 1 лицевая, петлю переснимаем, нить за работой. Так как у нас здесь нечетное количество петель, заканчиваем лицевой и кромочная. Второй ряд узора. Кромочную снимаем, 1 лицевая. Переснятую петлю мы вновь переснимаем, но нить перед работой. Снова лицевая, переснятую петлю вновь переснимаем. Довязываем таким образом второй ряд до конца. 1 лицевая, петлю переснимаем. Третий ряд узора. Все петли лицевые. Четвертый ряд узора. Все петли тоже лицевые. Далее будем повторять 4 этих ряда. Нам надо провязать 100 рядов, то есть 25 раппортов узора в высоту до того, как мы начнем формирование V-образного выреза. Я провязала 100 рядов, 25 раппортов нашего узора. Выделяем 9 центральных петель. Их мы будем провязывать резинкой со снятыми лицевыми. И сейчас будем работать только с правой частью. Вяжем петли по узору. Эти петли провязываем резинкой. Одновременно будем делать убавление для формирования V-образного выреза. Сейчас у меня первый ряд нашего основного узора. Вяжем петли до маркера, не довязывая 2 петли. У меня осталось 2 петли до маркера. Провязываем их лицевой с наклоном вправо. 2 петли провязываем вместе лицевой за передние стенки. Такое убавление перед маркером будем делать через каждые 7 рядов. Петли после маркера провязываем такой же резинкой, как по низу. 1 петлю переснимаем, 1 изнаночная. Лицевые переснимаем нить за работой, 1 изнаночная. Переснимаем петлю изнаночная, петлю переснимаем изнаночная, переснимаем.
Еще одну петлю нам надо добрать, она у нас будет кромочной. Маркер убираем. Протяжку накидываем на левую спицу вот таким образом, провязываем скрещенную лицевую. Прибавили одну петлю, которая у нас будет кромочной. Разворачиваемся. Кромочную переснимаем. Провязываем одну изнаночную, одну лицевую, изнаночная, лицевая. То есть с изнаночной стороны у нас резинка 1 на 1. Провязываем петли до маркера. После маркера вяжем второй ряд нашего основного узора, 1 лицевая, переснятые петли вновь переснимаем. Это первый ряд после нашей убавки для формирования V-образного выреза. Нам надо провязать 7 рядов. Петли до маркера всегда провязываем нашим основным узором. Петли после маркера резинкой со снятыми лицевыми. Я провязала 7 рядов после нашей убавки. 2 раппорта нашего узора в высоту. Сейчас начинается третий раппорт, и здесь нам надо будет сделать убавление перед петлями резинки. Провязываем петли нашим основным узором, не довязывая 2 петли до маркера. Эти 2 петли провязываем лицевой за передние стенки. После маркера формируем резинку со снятыми лицевыми. Далее продолжаем вязать точно так же, делая убавление перед петлями выреза горловины через каждые 7 рядов. Петли второй половины для удобства вязания можно переснять на дополнительные спицы. Я провязала 64 ряда. Мы здесь убавили 8 петель. Теперь приступаем к формированию плечевых скосов. В начале ряда будем закрывать по 5 петель. Точно так же, как мы делали и на спинке, провязываем петлю, накидываем на нее предыдущую. Закрыли одну петлю, вторую, третью, четвертую, пятую. Довязываем ряд до маркера. Не довязывая 2 петли, продолжаем делать убавление для V-образного выреза. 2 петли перед маркером провязываем лицевой с наклоном вправо. Довязываем ряд до конца. Изнаночные ряды без изменений продолжаем вязать основным узором. Сформируйте 3 этапа скоса плеча, то есть закройте 3 раза по 5 петель. Далее довязываем ряд до конца. И в начале изнаночного ряда закроем 4 петли для формирования красивого выреза. Закрываем петли, провязывая их изнаночными, накидывая предыдущую петлю. Мы закрыли вторую петлю, третью и четвертую. Все, больше закрытий мы здесь не делаем. Довязываем ряд до конца. С лицевой стороны четвертый этап формирования плечевых скосов. Закрываем 5 петель. Провязываем петли до маркера. Не довязываем одну петлю. Здесь мы разворачиваемся. Укоротим здесь пару рядов для красивого выреза. Развернулись. Первую петлю переснимаем и прокручиваем ее вот таким образом, чтобы с одной стенки петли показались 2. Далее довязываем ряд до конца. С лицевой стороны вновь закрываем 5 петель. Провязываем петли по узору до нашей развернутой петли. Вот она, у нее здесь 2 стенки. Здесь мы вновь разворачиваемся. Переснимаем первую петлю, прокручиваем ее. Довязываем ряд до конца основным узором. С лицевой стороны закрываем все оставшиеся петли. Развернутые петли нам тоже надо закрыть. Их мы провязываем лицевой, вот таким образом, подхватывая обе стенки. Вторая развернутая петля. Еще одну петлю до маркера. Тоже закрываем. Провязываем лицевую, накидываем предыдущую. Закончили с одной половиной. Переносим оставшуюся петлю на левую спицу. И все эти петли можно переснять на маркер.
Переходим ко второй части. С изнаночной стороны нам надо добрать петли для формирования выреза горловины. Подводим рабочую нить. Добирать петли будем из задних стенок петель. Вот здесь, здесь, здесь. Вводим спицу в петлю, подхватываем петлю рабочей нитью. Третью петлю набрали, четвертую. Всего надо набрать 9 петель для резинки и 1 петлю для кромочной, то есть всего 10 петель. Добрали недостающие петли, разворачиваемся и начинаем вязание. Резинка со снятыми лицевыми, лицевые переснимаем, изнаночные провязываем. 9 петель резинки. Здесь повесим маркер и сразу же после маркера у нас убавление петель с наклоном влево. 2 петли здесь разворачиваем. Провязываем лицевой за задние стенки. Такие убавления будем делать через каждые 7 рядов сразу после маркера. Далее провязываем петли основным узором и всего провяжем 64 ряда. После этого приступаем к формированию плечевых скосов. Здесь петли закрывать будем с изнаночной стороны в начале каждого ряда. Здесь петли провязываем нашим основным узором. После маркера продолжаем делать убавление для формирования V-образного выреза. Разворачиваем 2 петли, провязываем лицевой за задние стенки, довязываем ряд. С изнаночной стороны 3 раза закройте по 5 петель. Я сформировала 3 этапа плечевых скосов, 3 раза по 5 петель, довязала ряд до конца. С лицевой стороны нам надо закрыть 4 петли. Провязываем все петли лицевыми, накидываем предыдущую. 3-я петля и 4-я. Далее вяжем до конца ряда. У меня закрыто 4 раза по 5 петель. Довязываем изнаночный ряд до маркера, не довязывая 1 петлю. Здесь мы разворачиваемся, точно так же, как делали и на первой половине. Первую петлю переснимаем, прокручиваем. Вяжем до конца ряда нашим основным узором. 5-й этап формирования плечевых скосов. Закрываем 5 петель. Провязываем петли до нашей развернутой петли. Вот наша петля. Здесь мы опять разворачиваемся. Первую петлю переснимаем, прокручиваем. Довязываем ряд до конца. С изнаночной стороны закрываем все оставшиеся петли. Прокрученные петли провязываем, подхватывая обе стенки. Одну лицевую оставшуюся тоже закрываем. Переносим оставшиеся петли на спицу или на маркер. На спинку мы точно так же набираем 101 петлю, но если переднюю часть мы начинали вязать с лицевой, то спинку начинаем вязать со снятой петли. Петлю снимаем, лицевая. Петлю снимаем, лицевая. Это нам необходимо, чтобы потом красиво сшить перед и спинку. Здесь провязываем 2 ряда лицевыми и еще 164 ряда нашего раппорта. После этого приступаем к формированию плечевых скосов и сделаем небольшое углубление для ворота. В начале каждого ряда мы будем закрывать по 5 петель и с лицевой стороны, и с изнаночной. Три раза закрыли по 5 петель с каждой стороны.
Далее выделяем 11 центральных петель. Продолжая закрывать по 5 петель в начале каждого ряда, приступаем к формированию углубления для выреза горловины. Провяжем петли до маркера, закроем центральные петли и будем работать только с левой частью. Четвертый этап формирования плечевых скосов. Закрываем 5 петель. Далее вяжем до маркера центральных петель по узору. Дошли до маркера, можно его убрать. Провязываем одну петлю лицевой, следующую накидываем предыдущую. Закрыли одну петлю, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую, 10. И вот эту 11 петлю нам тоже надо закрыть. Маркер убираем, провязываем еще одну петлю, накидываем предыдущую. Мы закрыли 11 центральных петель. Далее довязываем ряд до конца по узору. С изнаночной стороны закрываем 5 петель. Это четвертый этап формирования скосов плеча. Далее вяжем по узору до наших закрытых петель. Здесь у меня все петли лицевые. После 11 закрытых петель мы закрываем вновь 5 петель, формируем вырез для горловины. Далее провязываем петли по узору. Плечо, пятый этап, закрываем 5 петель. Довязываем ряд. Второй раз закрываем 5 петель для формирования выреза горловины. Довязываем ряд до конца. И с изнаночной стороны закрываем оставшиеся петли. У меня осталось 11 петель. Провязываем лицевыми и накидываем предыдущую. Здесь нить отрезаем. С одной половинкой мы закончили. Приступаем ко второй. Сформировали скос плеча и половинку выреза для горловины. Здесь мы провязали лицевой ряд, разворачиваемся, подводим нить с изнаночного ряда. Тут же закрываем 5 петель для формирования выреза горловины. Довязываем ряд. С лицевой стороны закрываем 5 петель для формирования плечевого скоса. Это пятый этап. Вяжем до конца ряда. Здесь же закрываем 5 петель для формирования выреза горловины. Довязываем ряд по узору. 5 петель закрываем для формирования скоса плеча. Шестой этап. Довязываем ряд. У меня осталось 11 петель, и мы их закрываем. Спинка готова. Сформировали вырез для горловины сзади и плечевые скосы. Теперь приступаем к вывязыванию рукавов. Вязание рукавов мы тоже начинаем снизу, чтобы направление рисунка у нас совпадало. На рукав набираю 50 петель обычным способом. Набрали 50 петель, разворачиваемся, начинаем вязать резинку со снятыми петлями. Точно так же, как мы и вязали. В изнаночных рядах изнаночные переснимаем нить перед работой, лицевые провязываем. Во втором ряду над изнаночными провязываем изнаночные, над лицевыми лицевые. Таким образом, чередуя два этих ряда, провяжем 17 рядов резинкой. Далее 2 ряда лицевыми петлями. Все петли лицевые и в лицевом ряду, и в изнаночном. Обнуляем счетчик рядов, приступаем к формированию основного узора. Одну петлю провязываем лицевой, одну петлю переснимаем нить за работой. Здесь все то же самое. Во втором ряду изнаночном
Переснятые петли вновь переснимаем, 1 лицевая. Далее 2 ряда провязываем лицевыми петлями и в лицевом ряду, и в изнаночном. В конце каждого 12 ряда, то есть в конце каждого 3-го раппорта в высоту, в последнем его ряду будем делать прибавление для расширения рукава. То есть мы сейчас провязываем 4-й ряд раппорта с изнаночной стороны, после кромочной, ищем протяжку, накидываем ее вот таким образом на спицу, провязываем лицевую за заднюю стенку. Прибавили петлю в начале ряда, провязываем ряд по узору, здесь все петли лицевые в изнаночном ряду. В конце ряда перед кромочной тоже делаем прибавление, ищем здесь протяжку, накидываем ее вот таким образом на спицу, провязываем лицевую за переднюю стенку. Такие прибавления будем делать в конце каждого 3-го раппорта в высоту. В следующем ряду включаем петли в узор. Я должна эту петлю переснять, чтобы переснятые петли у меня были над переснятыми петлями. Следующую прибавку, когда мы сделаем, мы ее уже будем провязывать лицевой. Далее следующую переснимать. Просто включаем в узор прибавленные петли, делаем прибавление в каждом 12-м ряду. И вот посмотрите мой рукав, у меня здесь провязаны 2 ряда лицевыми, далее 33 раппорта узоров в высоту и еще 2 ряда от нового раппорта. Сейчас у меня должны быть все петли лицевые. На этом этапе мы начинаем формировать окат рукава. В начале каждого ряда будем закрывать по 5 петель. Провязываем петлю по узору. Здесь у меня все петли лицевые, накидываем предыдущую. С одного края закрыли 5 петель, довязываем ряд лицевыми. С изнаночной стороны тоже закрываем 5 петель в начале ряда. Довязываем ряд. С лицевой стороны вновь закрываем 5 петель. При закрытии петель я просто провязываю их лицевыми. Вторую закрыли, третью, четвертую, пятую. Далее вяжем наш узор. Здесь у меня 1 лицевая, следующую переснимаю. То есть в начале каждого ряда мы просто закрываем 5 петель, продолжаем вывязывать наш узор. С каждой стороны закрываем 5 раз по 5 петель, 5 этапов. И оставшиеся петли серединные мы закрываем. У меня здесь 22 петли. Провязываю петлю лицевой, накидываю предыдущую. Закрываем все петли, аналогично вывязываем второй рукав. Следующий этап — выполнение плечевых швов. Складываем детали вот таким образом. Швы выполняются по лицевой стороне. Первый стежок соединительный, вводим иглу в самые крайние кромочные, подхватывая обе стенки. На одной детали и на второй. Далее будем подхватывать 2 стенки ближайшей петли к кромочной. На одной детали подхватили петлю и на второй. Ближайшая петля к кромочной. Подхватили обе стенки. Идем на первую деталь, на вторую. Таким образом будем сшивать оба плеча. Следите за тем, чтобы игла не протыкала петли, а подхватывала их. Швы выполняем до тех петель, которые мы переснимали на маркер. Периодически растягивайте шов, чтобы изделие не стягивалось. После того, как выполнили швы, доберем петли для формирования горловины. Переносим петли с маркера на спицу. Вот здесь у меня большое расстояние. Подниму здесь еще одну петлю. Далее будем поднимать петли из каждой петли. Поднимаем петли из плечевого шва. Здесь я поднимаю 4 петли. Главное, чтобы не было большого расстояния между петлями.
Там, где мы закрывали петли спинки, из каждой петли поднимаем одну, вводим спицу прямо в петлю и вытягиваем петлю рабочей нитью. Добираем таким образом петли по кругу, переносим петли со второго маркера на нашу спицу. Опять же, здесь большое расстояние, добираю еще одну петлю. И вот эти петли со второго маркера нам тоже надо провязать, чтобы нить у нас оказалась в конце ряда. Переносим их на левую спицу и провязываем по узору. Лицевые переснимаем, изнаночные провязываем. Сейчас у меня на спицах 51 петля. Нам надо увеличить количество петель, чтобы воротник красиво распадался. Для этого мы кромочную переснимаем, провязываем одну петлю изнаночную, делаем накид. Снова одна петля изнаночная, накид, изнаночная, накид. Таким образом довязываем ряд до конца. В следующем ряду накиды нам надо провязывать изнаночными за заднюю стенку. Одна лицевая. Накиды провязываем скрещенной изнаночной, лицевая. Скрещенная изнаночная, лицевая. Довязываем ряд. Теперь вяжем следующим образом. Кромочную переснимаем, изнаночные провязываем, лицевые переснимаем нить за работой. Изнаночную провязываем, лицевую переснимаем. То есть формируем резинку со снятыми лицевыми. Первый ряд провязываем таким образом. Во втором ряду провязываем одну лицевую, одну изнаночную. Я провязала 16 рядов резинкой с переснятыми лицевыми. Закрываем петли мы самым обычным способом. Кромочную снимаем, провязываем лицевую, накидываем на нее предыдущую. Снова провязываем петлю лицевой, накидываем предыдущую. То есть все петли здесь провязываем лицевыми, накидываем предыдущую. Нам осталось пришить рукава. Находим плечевой шов и находим середину рукава. Но мы помним, что спинка у нас длиннее, чем перед, поэтому смещаем середину рукава на один раппорт в сторону спинки. Вот здесь мы начинаем пришивать. Выполняем соединительный стежок. Далее мы подхватываем на рукаве 3 стенки петли. На теле пуловера подхватываем перемычку между кромочными. То есть под одну кромочную ввели, под второй вывели. На рукаве подхватываем 3 стенки. Здесь под одну кромочную вводим, под второй выводим. На рукаве подхватываем 3 стенки. На теле пуловера подхватываем перемычку между кромочными. Таким образом пришиваем оба рукава. И нам остается сшить рукава и выполнить боковые швы. Рукава мы сшиваем оставшимся концом нити, либо новой нитью. Выполняем соединительный стежок в крайнюю кромочную. Далее подхватываем перемычку между кромочными. Под одну кромочную ввели, под второй вывели. С одной стороны и с другой стороны. Под одну кромочную вводим, под второй выводим. Таким образом выполняем швы на рукавах и по бокам пуловера. И тоже не забывайте периодически шов растягивать, чтобы изделие не стянулось. Отправляем наш пуловер на ВТО. Я стирала в машинке на режиме ручной стирки. Сушим на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Вот такой интересный, необычный пуловер готов. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.